Приветствую всех на канале «Реальный Харьков» или «Настоящий Харьков». Кому как нравится. Возможно, кто-то еще не в курсе, что канал Алекс Моторный поменял название и теперь называется «Реальный Харьков». Почему это произошло, я расскажу в самом конце видео. А пока расскажу о том, что происходит в Харькове последние дни. Давненько на канале не было никакой информации о ситуации и обстановке в городе. А обстановку нельзя назвать спокойной. Ежедневно Харьков подвергается обстрелам, налетам БПЛА. Причем БПЛА атакуют Харьков самые разные. И разведывательные, и всякие молнии, и ланцеты, и шахеды. Они же Герань-2. Эта ночь на 4 апреля 2025 года выдалась неспокойная, как и несколько предыдущих. Только за вечер 3 апреля и ночь 4 апреля в Харькове в результате атаки российских беспилотников 5 человек погибли и еще 35 ранено. Зафиксировано попадание БПЛА в подъезд двухэтажного жилого дома, в результате чего произошел пожар. Вечером 3 апреля большинство прилетов пришлись по Новобаварскому району Харькова. Также был удар по административному зданию в Холодногорском районе. Всего за вечер 3 апреля зафиксировали 7 попаданий. Повреждены 25 многоквартирных домов, 11 автомобилей уничтожено, а про жертвы и пострадавших я уже сказал. Сейчас вы видите всю хронологию событий вечера 3 апреля и ночи 4 апреля и последствия прилетов в Новобаварском районе, где погибли и пострадали люди. Как они заебали уже этими обстрелами. Еще. Наверное, отсырится туда. Блин, сейчас опять. Опять туда же. Капец. На данный час на 200 чисто. Потрібно 2 додаткових, вже їх. Сколько отделений? 2. Молодец. 8,8. 8,8.
Кстати, на первом этаже разрушенной двухэтажки жили мать с сыном, а на втором семья с ребенком в возрасте примерно 10-12 лет. Тела погибших сильно обгорели, и сейчас проходит их идентификация. Вообще, последние обстрелы Харькова россияне используют новую стратегию. Они атакуют город большим количеством дронов. Только за последнюю неделю это уже 5-я такая атака. И каждый раз РФ использует от 10 до 15 дронов. Кроме Харькова, под огнем остаются и другие населенные пункты области. Больше всего страдают Купянская Громада и Золочев, где россияне применяют как авиабомбы, так и ударные беспилотники. 3 апреля днем россияне ударили БПЛА по району Салтовка в Харькове. В результате удара ранения получила 26-летняя женщина. Она госпитализирована. 2 апреля в 16:07 россияне нанесли удар беспилотником «Молния» по Киевскому району. Беспилотник попал в 16-этажный дом, в квартиру на 8-м этаже. Последствия прилета вы сейчас видите. Пострадали 5 человек. Также повреждены 3 многоквартирных дома, выбиты 69 оконных и 53 балконных стекла. 2 апреля с 21:45 по 22:45 российские войска нанесли порядка 14 ударов по Харькову. Прилеты были в основном в промышленной зоне. 2 попадания зафиксированы в районе частной жилой застройки. Повреждены фасады домов, выбиты окна. Также есть попадания около одного из кладбищ в центральной части города. Обошлось без пострадавших. Это был, кстати, 2-й массированный удар по городу за сутки. 2 апреля примерно с 0:19 до 1:33 российские войска также совершили налет беспилотниками. Было до 15 попаданий в Холодногорском районе. Большинство прилетов в промышленной зоне. 8 человек при этом пострадало. В результате одного из попаданий БПЛА в Харькове разрушен подземный переход на Сокольниках в Киевском районе. Дрон пробил железобетонную стену перехода. Поврежден сам переход, его облицовка, электропроводка и другие элементы сооружения. Люди не пострадали. Март стал самым сложным месяцем для Харькова с начала года из-за значительных масштабных разрушений. Самые интенсивные удары пришлись на конец месяца. В целом, российские обстрелы повредили 219 жилых домов, было выбито около 4300 окон. За месяц в результате обстрелов ранены 99 человек, среди которых 12 детей. 2 человека погибли. Ситуационный центр города зафиксировал 42 обстрела и 172 воздушных тревоги. Да и начало апреля тоже не самое спокойное время для Харькова и харьковчан. Вот такая обстановка в первые дни апреля в Харькове. К сожалению, продолжаются обстрелы, гибнут люди, но жизнь продолжается. И сейчас я бы хотел еще затронуть тему переименования канала. Все течет, все меняется. И наш канал также. Мы с вами, любимые зрители канала, стали одной большой семьей. Многие из вас привыкли к названию Алекс Моторный. Но дело в том, что моторных очень много. Как в Ютубе, в интернете, так и в жизни. Как известных, так и неизвестных. Как позитивных, так и не очень. В связи с чем наш канал не всегда правильно и адекватно воспринимают. Именно из-за того, что есть разные моторные в сети разных политических взглядов и национальностей, нас пугали, обвиняли, ругали и хвалили. И даже неоднократно пытались закрыть, отправляя жалобы на канал, принимая за совсем других людей. Чтобы избежать всяких провокаций, путаницы, было решено переименовать канал.
сделав его максимально приближенным к реальному современному Харькову и всему, что с ним связано. Канал с новым названием «Реальный Харьков» будет на 100% соответствовать его изначальной тематике и посвящен, как и ранее, городу Харьков. Но не будем забывать и про Харьковскую область тоже. Мы не боимся в это сложное время что-то менять, экспериментировать. Ничего не стоит на месте. Иногда нужно что-то менять, переделывать. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены поменять название канала. Но от этого он не станет хуже, а возможно даже лучше. Не все зрители канала адекватно, позитивно и правильно оценили переименование. Многие отписались. Ну, это их право и выбор. Но самые настоящие наши зрители, самые преданные и любимые остались с каналом, несмотря ни на что. На канале станет больше видео именно про реальный сегодняшний Харьков и все, что с ним связано. Но также будут и исторические видео про наш город, только в немного меньшем количестве, чем раньше. Тем более, что видео про историю Харькова, его исторические факты не очень интересны нашим зрителям. И просмотров на таких видео очень мало. А новое название, короткое, емкое, сразу отражает суть и тематику канала. Надеюсь, что вам тоже понравится новое название и вы к нему быстро привыкнете. Весна – время меняться. Теперь мы реальный Харьков. Весь Харьков на одном канале. Кто не подписан, не забудьте подписаться. Всем здоровья, мира и добра.